Тема сегодняшнего прямого эфира — это отличие между основными работами и специальностями, которые руками делаются. Именно целебные, так скажем, лечительские. Это прикладной кинезиолог, остеопат, мануальный терапевт, костоправ. Также коснемся понятий врач, доктор, гомеопат и так далее и тому подобное. То есть вот в основном сталкиваюсь с тем, что люди, как бы обращаясь ко мне, всегда интересуются: а вы остеопат, вы мануальщик, у вас ударные техники, а вы кинезиолог, а вы как лечите? То есть кинезиолог, вы по цепям работаете, это уже кто тему больше раскрывает, знает. Так вот, коротко отвечаю, да, я всего по чуть-чуть делаю. И что значит по чуть-чуть? Это значит, конкретно в каждой ситуации, конкретно в каждой технике приходится использовать какую-то одну, а может быть и две из каждой школы техник, для того, чтобы как-то максимально оптимизировать и улучшить состояние пациента. Так вот, давайте коротко разберемся вообще, какие специальности работы руками, именно лечение руками, распространены, даже примерно подскажу, в тех или иных регионах, немножко в терминологии будем разбираться, и как это вообще адаптировать и использовать под лечение пациента. То есть этот эфир больше будет интересен тем, кто хочет как пациент понять, кому идти с той или иной проблемой, и немножко разграничить, возможно, что-то новое узнают те, кто уже работает с людьми руками. Вот, так, давайте по порядку, да. Прикладной кинезиолог, с этого начну. Кинезиолог, прикладной кинезиолог. Вообще кинезиология, да, наука о движении как таковая. То есть это наука, дисциплина, которая изучает то или иное движение, биомеханику, моторику, работу в конкретном сегменте, допустим, нижняя конечность, да, либо конкретно голень, и тело в целом. И это все требует достаточно, так скажем, крупной работы для того, чтобы понимать стереотипы движения, адаптировать их, улучшать, уменьшать, неважно. Все зависит от того, насколько это требуется в данном случае. Так вот, кинезиолог — это тот, кто изучает движение, а прикладной кинезиолог — это тот, кто занимается лечением по техникам прикладной кинезиологии. Еще раз, прикладная кинезиология — это больше наука о взаимосвязях систем организма, как связана ваша сердечно-сосудистая система с вашим эндокринным аппаратом, допустим, либо как связан ваш опорно-двигательный аппарат с вашей нервной системой и так далее. Кстати, сразу, кому интересно, пальцы большие ставьте, лайки, поделитесь с кем, кому это полезно. Немножко полезности на выходные вам расскажу. Так вот, прикладной кинезиолог — это человек, который взаимодействует со взаимосвязями организма. То есть этот специалист, который умеет согласовать работу всех систем. То есть он согласует работу крупных аппаратов, то есть опорно-двигательного аппарата, допустим, с нервным аппаратом, эндокринный аппарат, допустим, с иммунным аппаратом, психосистему с энергосистемой, это более продвинутые кинезиологи, они все это делают. Если брать конкретно, допустим, в рамках одного аппарата, либо одной системы, то опорно-двигательный аппарат, то есть он тоже требует согласований. Допустим, в шаге работа именно ног и рук, она должна быть согласована. То есть правая нога в шаге должна соответствовать динамике работы левой руки. Правая половина таза должна соответствовать работе черепа и шеи слева, допустим, и так далее. То есть в движении все эти согласования должны происходить. Так вот, кинезиолог прикладной, он это оценивает и балансирует. То есть он создает оптимальность всех движений, допустим, в опорно-двигательном аппарате, чтобы каждое из движений, оно было оптимальным, и энергия тратилась рационально и не уходила на какие-то более, так скажем, ненужные вещи, и человек, пройдя 5 шагов, не начал держаться за колено и жаловаться на нее. Вот. На нее — это на коленку конкретно. Вот. Также прикладной кинезиолог способен согласовывать работу других систем и аппаратов. Допустим, если браться в уже структуры опорно-двигательного аппарата, такие как связки, то связки у нас практически есть везде. Так даже прикладной кинезиолог, продвинутый более-менее, он умеет согласовывать работу связок, допустим, органов внутренних брюшной полости, грудной клетки.
То есть согласовав работу натяжения связок именно по животу, допустим, можно скоординировать работу внутренних органов. То есть толстая кишка может по той или иной причине выполнять свою функцию некорректно в связи с дисфункцией, допустим, желчного пузыря. И это будет вызвано механикой натяжения связок. С чем это вызвано? Это как раз-таки работа прикладного кинезиолога. Так вот, основная задача кинезиолога – это согласовать работу вашего организма, чтобы все системы в балансе работали. И если уж так брать, основная задача – это создать, убрать, то есть лишние неврологические шумы из вашей системы, и постепенно ваш организм донастроится и сонастроится самостоятельно, адекватно и в авторежиме. И зачастую после прикладного кинезиолога остаются какие-то остаточные боли, какие-то новые жалобы появляются, потому что система согласовывается, и на это требуется определенное время, чтобы оно, вот это все согласовалось. Потому что бывают дисфункции очень давнишние, допустим, пациент приходит в 30 лет, уже имея дисфункцию с 10 лет, то есть стопа болит с 10 лет, он скажет. Либо человек придет в 60 лет и скажет, что у него также стопа болит с 10 лет, либо она начала болеть 5 лет назад. Все это имеет разную глубину и разный способ подходов. И прикладной кинезиолог, постоянно согласовывая работу, оптимизируя ее, регулярно подкручивает эти системы и тем самым оптимизирует работу. То есть задача прикладного кинезиолога – это оптимизировать вашу работу. Неважно какую, будь она психосистемы, будь нейросистема, эндокринная, иммунная, энергосистема, работа внутренних органов, конкретно какой-то функции, допустим, мимики, работы в ЧС, стопы, ягодиц, таза, любой конкретные мышцы, согласовать работу. То есть, если вы собрались идти к прикладному кинезиологу, если чисто изолированно их школу взять, прикладных кинезиологов, то как раз-таки вы идете на балансировку, то есть на профилактику будущих каких-то крупных косяков в вашем организме. И тогда с этой целью вы идите и получаете результат. Опять же, частенько, если только изолированно ПК брать прикладную кинезиологию, то будут постоянно какие-то изменения в теле, и будьте к этому готовы. Так, далее, остеопатия. Зачастую остеопатия путается часто с костоправством и мануальной терапией. Остеопатия в чистом виде – это способность, умение чувствовать ткани руками. Причем ткани на всех уровнях. То есть уметь чувствовать ритм ткани кожи, ритм ткани мышечной, ритм ткани костной. Конкретно, если взять регион сустав, то есть всех тканей сустава, нервной ткани, кровеносной ткани, лимфатической ткани. Если брать конкретно иммунная это будет система, то есть с ней он должен уметь чувствовать эту ткань, вплоть до того, что самые продвинутые остеопаты должны уметь чувствовать движение нервного импульса и движение энергии над этим нервным импульсом. Это уже такая гиперсенсорика, вплоть до экстрасенсорики уже. То есть это надо уметь, и это прокачивается. Это тренируется, развивается. В каждом из нас заложены определенные способности, которые имеют определенный предел раскачивания. И если вы раскачивать будете это, в конце концов, будете уметь это делать. Это классический остеопат. Настоящая работа чистого остеопата, она тихая. Почему очень часто остеопата рекомендуют для коррекции детей, грудничков, вплоть до даже внутриутроба детей, до 5 лет, потому что эта работа очень мягкая. Прикоснувшись только лишь к ткани, остеопат умеет чувствовать этот ритм и уже корректировать его путем направления фасции. Фасция, опять же, на разных уровнях. Поверхностная фасция, мышечная фасция, надкостница, твердая мозговая оболочка. Это все зависит от уже степени и допуска, так скажем, остеопата как такового. Еще раз, остеопат в чистом виде, опять же, это тихая работа. То есть она достаточно безболезненная. Она вообще безболезненная. Поэтому детям ее и рекомендуют. Поэтому кто очень сильно боится каких-то болевых ощущений, тот
должен строить. Вот этот весь пакет организма, он его согласует, объединит, скомкает, где надо расправить, где надо скрутить, где надо, наоборот, раскрутит, где уменьшить, где увеличить. То есть вот эти все движения, которые имеются, он все это может сделать, остеопат. Вот. Это в чистом виде остеопат как таковой. Опять же, есть остеопаты, которые достаточно глубоко работают на уровне энергии. То есть это уже энергетика такая. Есть остеомеханика, остеодинамика. Различные техники, которые позволяют остеопату быть выше и получать больше результат от пациентов, которые к нему приходят. То есть результат они больше получают. Вот, это остеопат. Кстати, кто ходил к остеопату и получал результат, сразу большой палец вверх. Это будет очень-очень-очень приятно мне в первую очередь. Далее, мануальный терапевт. Опять же, есть сейчас две такие штуки, которые называются мануальщик, то есть человек, который называют мануальщик которого, и мануальный терапевт. Мануальщик, кто такой? Это тот самый хрустолог, да? Тот, который хрустит, тот, который постоянно правит, то есть шею, поясницу, грудной отдел, суставы он правит, и все ассоциируется с мануальщиком как с достаточно такой грубой массажной работой и хрустелками, да? В комментариях пишите, кстати, кто хочет какой вопрос задать, насколько вообще вы, так скажем, одобряете, не одобряете, как вы вообще относитесь к тому, как остеопат работает, как мануальщик работает. Если что, я быстренько отвечу на эти вопросы. Так вот, мануальщик или мануальный терапевт – это вещи разные. Мануальный терапевт – это человек, который с помощью рук в основном механически лечит и ставит на место ту или иную структуру. То есть он, мануальный терапевт, может работать с органами грудной клетки. Мануальный терапевт, он может терапией, да, занимается, то есть он лечит, оживляет работу внутренних органов также. То есть одна из веток мануального терапевта – это висцеральная терапия, то есть работа на внутренние органы, именно в большей степени живота либо грудной клетки, а также малого таза. То есть мануальная терапия подразумевает собой работу какую-либо руками и выставление его на место этого органа. Это чистое лечение. То есть лечение означает то, что мануальный терапевт своим видением, своими глазами, ровным с его точки зрения и с точки зрения, ну, так скажем, мировоззрения и мироощущения пациента. Вот, допустим, приходит пациент и говорит: чувствую, что у меня кишечник съехал, сделай что-нибудь. И мануальный терапевт, то есть понимая, что человек ощущает, что у него что-то съехало, видя это, так скажем, своими глазами, совмещая эти две переменные, то есть создает определенное движение и правит это руками. Вот. То же самое он делает с суставами, с позвоночником. Вот. И уже потом, так скажем, немножко ответвление такое не совсем отягощенное знаниями, это мануальщики. То есть в основном мануальщики — это выходцы из массажных техник, которым, ну, честно сказать, немножко нравится хрустеть, и от этого достигается быстрый эффект. Это нравится как специалисту, так и пациенту. То есть хрустнул, резко стало легче. И как раз-таки в отличие от прикладной кинезиологии, мануальная терапия зачастую дает быстрый результат. То есть человек пришел с болью, ходить не может, крестово-подвздошное сочленение сдвинулось, так лобковый симфиз разъехался, подвернул там ногу, связка сильно растянулась, фасция съехала. То есть мануальщик делает резкое движение, где-то даже хлыстовое, где-то скручивающее, где-то тракция происходит, тяга, где-то ретракция, обратно сближение. И таким образом встает фасция на место, будоражится проприоцепция в этом регионе, то есть самоощущение этого места резко усиливается. И мозги на эту зону обращают больше внимания. Нервная система туда ресурс посылает эффективнее, и работа становится более, так скажем, оптимальной в этой зоне. Но не всегда так происходит. Если исходно декомпенсация в этом регионе происходит, то мануальная терапия как раз-таки и мануальщик, да, он получает откат, обратный эффект. То есть болела спина, его хрустнули, заболело так, что 5 дней встать не могу. И такое бывает.
Поэтому мануальная терапия, еще раз, это работа по всему телу, достаточно глубокая. Учиться на это очень долго надо. Надо все тело знать очень хорошо. С анатомией, физиологией, даже патомеханикой, патобиомеханикой работы органов, патофизиологии, патоанатомия здесь сильно не нужна, вплоть до фармацевтических каких-то элементов, чтобы нарекомендовать то или иное лечение химпрепаратами, либо травами, либо чем-то еще, БАДами, витаминами. То есть это работа очень умная. Вот, это мануальная терапия. Мануальщик и это больше ответвление от массажных техник, это дополнение к каким-то элементам массажа. Массаж, опять же, это пассивная гимнастика. Массажист тот, который делает гимнастику человеку вместо человека, который делать гимнастику не хочет. Если человек будет делать гимнастику, ему массаж в основном не понадобится. А если он не делает это, человек приходит на массаж, получает определенный заряд пассивных движений, и все, его там припускает, отпускает на какое-то время. Вот. Ну, а также это энергообмен, тут этого никто не отменял. Так вот, это мануальная терапия и мануальщики как таковые. Костоправ. Костоправ – это более, так скажем, этнически традиционная ветка людей, которые занимаются мануальной терапией. Костоправ, по сути, тот же мануальный терапевт, который имеет какое-то природное дарование, а также учился у людей, которые лечат других людей руками, больше связанных немножко вот такими вот духовно-религиозно-этническими особенностями. По сути, костоправ, да, как таковой, это мануальный терапевт, чаще всего без высшего образования, который имеет дар работать с людьми руками. Ну, родился он такой, опыт души очень глубокий, и умеет он это делать, и получается, и делает он это хорошо, он это делает. И если он назвался костоправом, то, скорее всего, он имеет вот такую вот нетрадиционную технику, на которую уже накладываются какие-либо знания, так скажем, ортодоксальных, ВОЗом принятых процедур лечения. Что-то вот так примерно. Это костоправ. Также сейчас есть параллельно достаточно много веток и школ, которые изолируются и занимаются конкретно только чем-то своим. Кстати, кто какую еще школу хочет, чтобы я рассказал, как она примерно выглядит и как она работает, напишите, пожалуйста, в комментах, я ее сейчас раскручу, расскажу. Также, опять же, есть техника, допустим, достаточно современная, продвинутая, это PDTR, Proprioceptive Deep Tender Reflex. То есть это техники, которые направлены на восстановление и ускорение адаптации работы нервной системы, в первую очередь за счет согласования работы рецепторов, то есть датчиков тела. Рецепторы острой боли, глубокой чувствительности типа вибраций, рецепторы холода, тепла, что там еще есть? Вибрации я сказал, грубой боли, допустим, да, и что-то уже все повылетали. Вот в основном вот эти вот рецепторы, которые чаще всего бывает согласовываются и так или иначе дисфункцию создают. Также в проприоцепторах есть рецепторы починения движения, то есть быстрого сокращения, тупого надавливания, либо глубокого надавливания и так далее. Вот, это все как раз-таки делает школа PDTR. Она достаточно мягкая, очень похожа чем-то на остеопатию, но имеются предметы для стимуляции рецепторики. Чаще всего это иголочка, либо молоточек. Также может понадобиться какие-либо элементы нагрузки холодовой, либо тепловой, но это холодная, либо теплая вода. Каждый уже под себя подстраивает эту работу. Зачастую пользуются зубочистками. То есть это одноразовая такая штука, очень удобная, постимулировать тот или иной рецептор, согласовать те или иные проводящие пути. Так вот, согласовывая работу как раз-таки нервной системы, через восстановление датчиков, мозги начинают видеть тело более целостно и, соответственно, адекватно работать. Это вот школа PDTR. Есть также еще одна продвинутая техника, она немножко комбинирована между глубоким массажем и понятием как таковым мануальной терапии на фасции, это школа FDM, Fascial Distortion Method. То есть, когда фасция уходит в дисторзию, то есть, когда она неправильно натягивается,
Соответственно, приходит в помощь FDM-щик, да, то есть человек-массажист, который владеет техниками FDM и отрабатывает фасцию на скрутку либо раскрутку. Он также может усиленно работать с механическими повреждениями фасции, такие как фасциальные грыжи, либо так называемые триггер-банды, да, то есть скрутки фасций, когда волнами они идут. Честно, вот эта скрутка фасции очень сильно похожа на, как его зовут-то, господи, целлюлит. Вот. То есть у кого есть целлюлит, может отмазываться, что это у него фасциальная скрутка, хотя на самом деле это целлюлит. Или наоборот. Это все имеет значение как раз-таки для FDM-щика, потому что механика фасции зачастую после травмы сильно повреждается. Бывает, что система самостоятельно согласует работу фасции, но частенько ресурсов тела не хватает, потому что травма получается зачастую уже в безресурсном состоянии. И этой энергии не хватает, чтобы согласовать работу фасции. Либо она надорвалась, либо порвалась, либо еще что-то повредилось и срастается неровно, так как удобно ей сейчас, и возникают те или иные проблемы. То есть боли в пояснице, которые могут сопровождаться радиацией, допустим, в колено. Также может быть проблема в онемении пальцев рук, а проблема где-то на уровне вот этого региона купола плевры и так далее. То есть это все работа FDM-техник. Вот. Также есть еще направление, так называемое, больше химической коррекции, гомеопат, либо гомотоксиколог. Это чисто работа на вибрациях вещества. То есть, зная ту или иную вибрацию того или иного вещества, гомеопат грамотный умеет и понимает, каким образом тот или иной цветок, либо корень того растения имеет какую вибрацию, при каких патологиях он может быть использован в той или иной дозировке, в титровке. Это прям целая наука. Вот. А гомотоксиколог работает больше на заряженность. То есть аппараты, специальные репринтеры, которые могут создать ту или иную вибрацию на то или иное вещество, допустим, на воду, и, грубо говоря, зарядить ее определенным колебанием того или иного растения. То есть ты уже не само растение пьешь, а заряженную воду этим растением. Каким образом? Через физические колебания этого цветка. Потому что каждый, допустим, цветок имеет свою частоту колебаний по синусоиде, по тангенсоиде, неважно. И эти аппараты-репринтеры умеют это делать, давая это вещество этому человеку, временно оказывается эффект этого цветка. Не стопроцентный результат, но в то же время получается определенная, то есть частота приема этого вещества у гомотоксиколога. Ты получаешь там излечение от ангины, допустим, либо получаешь лечение от гастрита. Все зависит от того, какая проблема у тебя есть. Вот. Также в Европе и в США и Штатах очень часто приняты так называемые специалисты. Это хиропракты, да, или chiropractor, или хиропрактика, в общем, называется. Хирос от греческого это кисти, отсюда слово хирург берется. То есть хирург, ну, то есть человек, который умеет работать руками быстро. Ургия – это экстренное состояние, то есть что-то отрезать, вырезать, то есть поковыряться в животе. Хиропрактик – это тот, который практикует работу с человеком руками. Хиропрактик, тот же мануальный терапевт, очень близко к мануальщику как таковому. То есть хиропрактика – это мануальная терапия, просто она так называется. И как раз-таки если брать, допустим, западные термины, там еще есть достаточно такой распространенный термин, как физиотерапевт. Именно там физиотерапевт – это наш кинезиолог, тот, который делает движение оптимальным. Как раз-таки физиотерапевт занимается оптимизацией работы движения именно физического тела. Вот. И как раз-таки физическое тело требует зачастую коррекции движения, чтобы человек правильно выставил шаг, правильно выставил механику вставания, приседания, как ложиться, как наклоняться, как скручиваться. И физиотерапевт зачастую занимается там реабилитацией. У нас как раз-таки физиотерапевты должны заниматься реабилитацией достаточно глубоко на уровне движений, но у нас физиотерапевты, так скажем, в постсоветских пространствах и в СНГшных странах, это те, кто занимается физиотерапией типа электрофореза, биоптрон, ультразвуковая ударная терапия,
УВЧ, да, ультравысокие частоты и так далее. Согревание и массаж как таковой. Вот это у нас физиотерапевт. А есть еще отдельно ЛФК, да, ну, физиотерапевт, в принципе, это работа и ЛФК, и как раз-таки всех физических способов воздействия на организм лечебных, которые я только что перечислил, это электрофорез и так далее, парафинотерапия, а также еще массажные техники. Это вот физиотерапевт. Или у нас это называется в большей степени врач физической реабилитации. Вот. Так что на Западе это физиотерапевт, у нас врач физической реабилитации. Вот чего не хватает у нас в нашем регионе в большей степени, это нейрофизиологов. Вот как раз-таки неврологи как таковые у нас почему-то занимаются больше заболеваниями типа остеохондроз шейный, грыжи и протрузии, да. Ну, межреберной неврологией они тоже занимаются. Это все. Остальное очень поверхностно берется. Я не берусь говорить за тех, кто очень тщательно свою профессию знает и глубоко в нее погружаются. То есть такие должны быть все. Но как раз-таки нейрофизиолог — это тот, кто не изучает именно нервную систему в статике, то есть где какой нерв проходит, как должен идти нерв, и где откуда что выходит и так далее. Вот. А нейрофизиолог, он изучает нервы в динамике, то есть как работает нерв, когда ты сидишь, конкретно в твоем случае, как работает нерв, когда ты встал, когда ты поднял ногу, когда ты скрутился, и там есть свои определенные параметры, то есть в 3D человека изучает. И как раз нейрофизиология, она заложена в основу работы системы PDTR, то есть как нервы должны поступать, и нерв должен идти по той или иной дорожке и поступать в орган, либо в ткани и так далее. Вот это нейрофизиологи, у нас их достаточно немного. Кто хочет, чтобы они у нас были, большие пальцы вверх, будет очень классно. Лайки, пожалуйста, ставьте, делитесь со всеми, пусть нейрофизиологов будет у нас побольше. Потому что физиологов как таковых у нас тоже не так уж и много, ну, дай бог, они все будут. Так вот, объединяя все эти техники, которые есть сейчас, которые я, в принципе, рассказал, это более-менее основные, которые встречаются, такие крупные ветки. Есть достаточно много мелких, крупных веток. Если человек использует их так или иначе в своей технике, то я это называю современным целительством, потому что как раз-таки кому-то действительно нужно сейчас сделать мануальную работу, то есть поставить тут позвонок, съехавший на место, который находится в подвывихе, а после этого не отпускать его, сделать согласование мышц. Тут уже помогает прикладная кинезиология. После этого обратить внимание на то, что это место со съехавшим позвонком имеет достаточно старую историю, и фасция здесь скрутилась. Возможно, здесь понадобятся техники FDM, раскрутить фасцию. После этого, так как фасция раскручена, теперь ее надо согласовать с работой костной системы, допустим, либо других систем. Остеопатия входит в работу. Теперь ресурс тела кончился, нервная система под нагрузкой, вылазят какие-то определенные ненужные эмоции. Необходимо теперь сделать эмоциональную коррекцию. Тут уже помогают техники психоэнергокоррекции, либо психотерапии, возможно. Какие-то надо процедуры, сеансы сейчас ему мгновенно использовать, то есть обратить на это внимание, и когда ты все это согласуешь, смотришь, что ресурс человека резко гасится, то есть энергии жизни не хватает, вылазят какие-то более глубокие слои на энергоуровне, вплоть до кармических каких-то задач, родовых проблем и так далее, тому подобное, ментальные дисфункции. Начинаешь энергокоррекцию делать, скорректировал энергосистему, смотришь, организм более-менее начал адаптироваться. Человек встал, походил, смотришь, механика работы шага теперь не адаптирована. То есть ты понимаешь, что сейчас с каждым шагом он будет этот ресурс тратить. Теперь его надо садаптировать. Тут помогает как раз-таки снова прикладная кинезиология и твоя физиотерапия. То есть теперь ты учишь человека, как надо присесть, походить, пошагать, чтобы он в процессе своих шагов думал, как это делать, сознательно контролировал эту всю работу, и сверху его оптимизации этой всей еще дал рекомендации гомеопатические, гомотоксикологические, чтобы химически эту всю систему поддержать и извне дать небольшой костыль на время, чтобы система эта отработалась. Вот это и есть современное целительство.
честно сказать, вот к этому надо стремиться каждому массажисту, каждому врачу, неважно какого ты направления, терапевтического, хирургического, профилактического, экологического, научного, все равно. Нужно стремиться к тому, чтобы со всех сторон оптимизировать работу организма и исцелять ее. Если ты этого не хочешь сделать, узнай человека, который может сделать за тебя твою работу. Пусть у тебя будет в команде 10 человек, но ты постепенно будешь знать, кому отправлять. Фильтруй людей, приобретай новые знания, учись, получай результат. Не ограничивай себя тем, что если человек пришел с больным глазом, это не мое, я не знаю, что с тобой делать. Иди разберись сам, это твой жизненный путь, объясняй ему, как устроена Вселенная, но проблема у него с глазом. Нужно таким людям помогать. То есть он пришел за помощью, поделись с ним этим знанием. Кстати, кто такой современный целитель? Сейчас в подсказках выйдет, это был прошлый эфир. Я примерно рассказывал о том, как это все работает и взаимосвязано. Вот, еще раз лайки, пока не отключайтесь. Кому интересно и приятно меня слушать, можете отправить донатики. Я сейчас почитаю сообщение. Давайте рассмотрим, что к чему. Хейлпрактикер. Хейлпрактикер. Я германский акцент немножко не могу еще говорить. Хейлпрактикер. Наверное, так. Это хиропрактор, так я понял, это хиропрактик. Есть также еще кинезиотерапевты. Забыл про них сказать. По сути, кинезиотерапевт — это физиотерапевт, который лечит через движение. Фитнес-тренеры — это кинезиотерапевты, по идее, должны быть, если они адекватные и адекватно работают. Зачастую они такими должны быть. То есть, если они просто, так скажем, еще не такие, они такими будут, не переживайте, станут умными. Добрый день. После грудотерапии на почке болит поясница, не могу делать мостик, кому посоветуете сходить? Грудотерапия, опять же, возможно, там какой-то мелкий рубчик сдвинуть. Это остеопатическая работа, как таковая, должна вам помочь. Попробуйте. Идти надо к Евгению, можете приходить без проблем. Сейчас есть направление фейс-пластика, ответвление от остеопатии направлено на эстетику. Есть такое, то есть это фейс-пластика больше всего остеопатическая, потому что есть фейс-пластика как таковая, не связанная с остеопатией. Но смотрите, это опять же специалист по левой почке, да, вот типа того, что либо хирург, который делает только операции на мизинец, то есть это чересчур узкая веточка, то есть ты, изменяя фасцию лица и головы, по-любому будешь изменять фасцию грудной клетки, по-любому будет изменяться работа поясницы, внутренних органов, нижних конечностей. Соответственно, это все надо уметь. Поэтому, если ты занимаешься самостоятельно, либо кто-то тебе работает на фейс-пластике, если он параллельно не работает с твоим, допустим, тазом, либо грудной клеткой, либо внутренними органами, либо ногами, то это немного ограниченная работа, то есть она должна быть целостной. Поэтому если фейс-пластика, то надо сначала оптимизировать весь пакет фасциальный, а потом остановиться конкретно на лице и уже работать здесь, догонять каждый кусочек ткани. То есть догоняя здесь какой-то кусочек ткани, по-любому у тебя где-то на стопе натянется. Там опять подкрутил, опять вернулся к лицу. То есть эта работа очень такая длинная, которую надо постоянно повторять. Спасибо за высокую планку, к чему стремиться и что изучать. Пожалуйста, Баян, учитесь на здоровье. И я вас благодарю, Сауле. Пневмотоз кишечника. С чего начать лечение? Причина ведь не всегда в самом кишечнике. Самое простое — начните с питания. Да? Пневмотоз. Избыточное вздутие. Соответственно, значит, работа механическая. Либо воздух не отходит, грубо говоря, по толстой кишке и не может сначала выйти вниз. Вот. Это первое. Работа химическая, то есть какая-то дезорганизация работы наших сапрофитов, то есть это бактерий, грибков простейших, да, в кишечнике, и они, соответственно, избыточно работают на переработку, возможно, недопереваренных продуктов. Это химический аспект. Первый, механический, это работа больше висцеральная, надо попробовать поработать по клапанам, дать естественную возможность работы сверху вниз, то есть начиная с ротовой полости, заканчивая выходом каловых масс. То есть все должно у нас в каждом этапе перевариваться и доперевариваться. Что касается химического момента, это питание. То есть работа с питанием в первую очередь вам поможет нормализовать. То есть надо сначала понять, что в большей степени вызывает то или иное газообразование. Вот. Пневмотоз тот самый, да.
Эмоционально, зачастую по шаблонам это чувство вины либо стыда вызывает дисфункцию работы толстого кишечника. Это прямая атака. А также могут быть косвенные проблемы, связанные со злостью, с обидами. Это уже дисфункции больше на уровне желчного там, и верхних слоев ЖКТ. Вот. Что еще? Энергетически, да, работа пневмотоз кишечника, то есть если брать даже по стихиям, избыток ветра в теле, это дисфункция работы либо легкого, либо земельных органов, таких как желудок и поджелудочная железа, то есть они частично землянистые, огненные, то есть это также может привести к дисфункциям энергии в теле и, соответственно, сбою работы кишечника, толстого кишечника. Так. Фейс-пластика. Сначала тело, потом только лицо. Красота. Вот это вот я очень-очень люблю. Но опять же, даже мануальная терапия может акцентироваться на работе только лишь по лицу. Допустим, есть даже вот кинезиотейпирование, которое работа также может быть с телом и только с лицом. Но опять же, ты можешь затейпировать тело, чтобы выставить ориентиры в теле. Кстати, один из эфиров я проводил, как самостоятельно, либо с помощью кого-то выставить свои балансы тела, выровнять таз, грудную клетку, сделать свой череп на месте, плечи на месте. Сейчас в подсказках выйдет у вас, обязательно посмотрите это. Либо провалитесь просто в ленту, посмотрите мои эфиры, я его проводил. Вот. И это можно акцентировать сначала на этом работу, потом на лице. То же самое с остеопатией, то же самое с FDM. Можно работать глубокими техниками или массажными глубокими техниками с мышцами жевательными, а также с мимикой. Вот это я прям очень за такие штуки, потому что они дают целостное исцеление. Здесь сейчас живу, докторов нет. За 5 лет почти все разбежались, остались рвачи. Рвачи остались. Ты научиться помогать себе. Валентин, у меня на канале очень много видео, где я учу помогать себе. Вот, поэтому пишите, если что, в комментах под каким-то из видео, где более-менее под вашу тему, которую вы хотите изучить, есть что-то знакомое, я подскажу, что делать дальше. Вот. Диагностирован протей много. Чем избавиться? Сильное вздутие. Попробуйте, опять же, комбинацию работы висцеральной и химической в первом случае. Но, опять же, протей чаще всего селится достаточно в средневибрационных системах. Тут же надо еще немножко с эмоционалкой поработать, немножко изменить именно в вашем случае ментально-эмоциональное восприятие окружающего. Это немножко общие слова, детально работать надо индивидуально с вами. Но гомеотоксикология как таковая до кучи изменения образа питания вам поможет. То есть чем, так скажем, древнее в вас живет существа, то есть простейшие, это более продвинутые бактерии, более древние, вирус еще древнее, а уже там, если брать уже какие-то прионы, шапероны, это вообще, то есть чем древнее в вас существа, тем ниже у вас вибрационный фон этого места, соответственно, загрязнений там больше. Также пробуйте банально сначала изменить качество приема пищи, то есть режим приема пищи и качество приема продуктов, то есть качество самих продуктов. Я всегда рекомендую, если в таких случаях происходит, то есть уберите сильно газообразующие продукты и тяжелые продукты, которые тяжело переварить. В первом случае это животного происхождения еда, хотя бы на 2-3 недели, то есть просто попаститесь. Возможно, будет откат, и первое время, когда вы уберете эти продукты, энергии в теле появится больше и будет обострение, то есть через 2-3 дня обострение возникает, то есть кишечник дует еще больше, температура повышается, вы переболеете, но эта температура поможет вам, иммунной системе и вашим бактериям с вирусами согласовать работу любой части тела, абсолютно любой, в том числе кишечника. То есть моя такая рекомендация первая. Дальше уже по ситуации надо смотреть. Вот. C6, C7 отдает в руку. В руку C6, C7 может отдавать, и больше, скорее всего, в кончике пальцев, как таковая. Может односторонняя, либо двухсторонняя. Вот. Тут лестничные мышцы косвенно имеют значение как таковое, тут больше диафрагмы надо согласовывать. То есть это диафрагма купола плевры, грудобрюшная диафрагма, той, которой мы дышим, промежность, даже стопа имеет значение. То есть если конкретно там C6, C7 и конкретно грыжа вызывает у вас этот неврологический симптом, то есть там нужно работать также параллельно с трапецией. В канал «Провалитесь» есть у меня техника на работу при шейном остеохондрозе, так и называется это видео. Поищите обязательно его вниз, прокрутите.
около года назад я его выкладывал, там отличная техника, механика работы на шее, это комбинация техники как раз-таки FDM и массажной работы. Вот. Евгений, вы нам обещали лечение в прямом эфире. Да, обещал, то есть я его еще, так скажем, в процессе. Видите как, нужно достаточно подобрать все детали и в прямом эфире, то есть полечить людей. И я, честно, хочу сделать это как-то на каком-то порядке, то есть как в виде стрима вести, то есть регулярно, раз там в неделю, либо раз в 2 недели это делать. Но пока у меня координации это не происходит. То есть я как скоординирую работу, как у меня все-таки все согласуется, как, грубо говоря, придет это все, я обязательно буду это делать. То есть будете смотреть, лечиться. Просто хочется чуть ли не каждый раз это делать. Я попробую, может быть, именно в процессе своей работы выходить в прямые эфиры и сохранять их, и смотреть, как оно все происходит. Борис К. Здравствуй, я ж тебя знаю, дружище. Задавайте вопросы, если есть. Борис. Как бы хотел оказаться в Алмате, на прием, сейчас болит все, ноги крутит, боль непонятно точно где, и болит слева, и копчик чуть выше, то есть вас всю надо лечить. Ну, смотрите, я также прилетаю в Астану, недавно был в Ташкенте на приеме. В принципе, если у вас есть в вашем городе достаточно там много желающих людей, то есть пишите, информация у меня в подписях, именно к описанию к видео есть определенная ссылочка для записи на прием, можете туда, для, так скажем, вызова меня в какой-либо город, обсудим, поговорим, то есть проблем нет, можно выехать мне. Опять же, надо просто по условиям согласоваться, да и все. Вот. А так, пока у вас, если все болит, то есть прям циклично, как вы относитесь к аппаратам, с помощью которых обещают восстановить чакры и движение энергии в теле? Сейчас много таких китайских аппаратов. Ничто не работает лучше аппарата, чем человек. Не аппарат лечит человека, а человек лечит человека. Вот, поэтому тут надо разбираться больше к человеку. И, кстати, на вопрос, какая техника лучше подойдет, вот лучше подойдет тот человек, который владеет неважно какой техникой, но который может вам помочь. Потому что не техника лечит человека, а именно сам человек лечит человека, специалист. И его понимание, его мозги помогут вам отработать и помочь, как лучше сделать, как лучше отнестись конкретно к твоей ситуации, к твоему организму, и именно коррекцию твою индивидуальную создать. Поэтому я говорю, комбинация работы многих техник, она важна, потому что конкретно какой-то школой ты добиваешься только каких-то определенных результатов. То есть, допустим, остеопатии ты покроешь 50% своих пациентов, то есть им станет лучше в половину, да, то есть из 10 5 станет лучше. FDM-техники, допустим, 4-3 станет лучше. Гомеотоксикологией, возможно, ты будешь владеть, у тебя будет 6-7 человек эффективны. Вот, то есть 60-70%. Отсюда все равно надо стремиться к 100%. Из этих оставшихся, допустим, если ты гомеотоксиколог 70%, у тебя 30% непокрытых. А владея остеопатией, ты завладеешь еще 10% своих пациентов. И так до тех пор, пока ты не станешь каждого, абсолютно каждого выпускать с улучшением, и абсолютно каждому ты сможешь помочь. Ну, всегда это какой-то определенный промежуток времени должно занять. Потому что бывает так, что человеку нужно 2-3 недели на перевосстановление. То есть ты его перезагрузишь, он с этой болью уходит еще неделю, тебя проклинает, потому что ты ему не помог. А потом через неделю бабах, у него все проходит. Но через несколько дней другая боль появляется. И он жалуется на тебя, опять же, что ты ему не помог. И все это время организм восстанавливается. И через 3 недели у него прошло то, что болело 20 лет, и ты самый лучший у него на свете. Вот. И к этому надо быть готовым. Это надо уметь терпеть и оценивать. Возвращаясь к вопросу про аппараты, которые работают с чакрами, вот, опять же, все зависит от человека, который тебя этими аппаратами манипулирует. Если это просто робот, то, честно сказать, вы должны быть очень энергетически истощенными, чтобы робот смог вам помочь. Потому что человек вам поможет лучше, чем машина. Какая бы крутая эта машина ни была. То есть, в конце концов, машину сделал человек. И человек не может туда 100% своего внести. То есть он насколько туда внес своего, настолько она тебе и поможет. Опять же, от тебя это еще зависит, насколько ты намерен выздороветь. Если ты намерен выздороветь, то тебе и врач не понадобится. Борис, слушаю, вникаю. Это очень хорошо. Какие БАДы вы считаете лучшими? Какие вы сами принимаете? Никакие БАДы не принимаю. Лучшие БАДы – это еда. Вот. С едой все человек получит.
из капустного листа, из листа салата человек нужное количество белка получит. Но опять же, все зависит от того, какие затраты и с какими целями он использует пищу. Если человек спортсмен, он физически, так скажем, отягощен, военный, то зачастую не обходится без, так скажем, продуктов, которые тяжело насыщают организм и быстро всасываются по всем системам. Но опять же, все зависит от того, как человек чувствует себя с той или иной пищей. Поэтому БАДы нужны только тогда, когда у тебя в дефиците пища, либо у тебя есть сильная нагрузка на все твои системы, и ты получаешь огромную затрату всех микроэлементов, потому что с едой оно покрываться не успевает. А БАДы и нутрицептики – это быстро усваиваемые, практически не требующие затрат работы ЖКТ продукты, которые тут же моментально тебя насытят и не отягощат, а обогатят твою кровь и твои ткани и клетки. Соответственно, лимфа будет богата этими веществами. Но опять же, если нужно, организм их примет. Если тебе они не нужны, организм их выплюнет. То есть как зашло, так и вышло. Поэтому начинают говорить уже про дырявый кишечник и так далее. То есть кому-то нужно принимать те или иные вещества, потому что они у него в дефиците, а кому-то они не нужны, потому что организму они не требуются. Зачем отягощать себя избытком витаминов, когда они тебе не нужны? Поэтому, когда пьют мультивитамины, зачастую избыток витамина В выходит с мочой в виде желто-оранжевого цвета, и люди думают, что они кровью писают. На самом деле просто идет выход ненужного. Потому что перенасыщение происходит. Слишком сильно забивают эти витамины фильтры. Фильтры должны очиститься, происходит сброс. То же самое и с едой, то же самое и с воздухом. То есть, если человек каждый день просыпается, харкает, чихает, скорее всего, он живет в загазованном каком-то регионе, и просто системы его очищают. Вот то же самое. Просто имейте это в виду. Нету лучших БАДов, есть подходящие БАДы. Какие я принимаю, еще раз, я никакие не принимаю. Я давно их принимал, много какие, и, честно, посредственные результаты всегда получал, потому что с едой у меня проблем никаких не было. Вот. Вот здесь электрических токов как сказывается на организм. Опять же, индивидуально, но многие из школ, особенно древних, типа аюрведы, либо даже кришнаитских, тибетских целительных, нельзя бить тело током. Опять же, тело само по себе имеет определенный заряд. То есть правая рука, обычно ладонь это плюс, левая рука ладони это минус. Правая рука обратной стороны ладони это минус, а левая рука обратной стороны ладони это плюс. То есть плюс на минус. Вот эти вот все замыкания, они происходят. То есть ты имеешь определенный заряд сам. То есть вы можете взять тестер обычный, инженерный, и потестировать, то есть взяться за концы, поставьте более чувствительную вольтовку и получить определенную силу тока с тела. То есть вы получать будете сопротивление и силу тока, и напряжение, и все. Все эти физические данные вы с тестера можете своими руками ощутить, то есть поиграйтесь. Поэтому, то есть ты сам имеешь этот ток, и еще сверху какой-то ток добивать именно физически. Многие школы не рекомендуют. Сам я раньше использовал в физической реабилитации электромиостимуляцию. Локальную. Есть целые там костюмы ЕМС, да, целая фитнес-индустрия на это некоторая построена. Поэтому это все как бы есть как таковое. Поэтому вот, как-то так. Что касается бить током, я уже прекратил это делать, потому что можно бить током человека руками. Если ты достаточно дозировку правильную подаешь через руки, то есть плюс на минус, поставил правильное расстояние между своими руками, выверил в нужном регионе, ты можешь просто-напросто лечить руками. То есть определенный заряд в теле можешь создать. Опять же, все зависит от расстояния и от глубины надавливания, и от позиции рук. То есть каждый палец имеет свою вольтовку. То есть определенная комбинация пальцев дает определенную мудру, и эта мудра может определенно воздействовать на организм, улучшая либо ухудшая состояние. То есть это все имеет значение. То есть я просто от банального, так скажем, физического тока, который от батарейки идет, уже ушел. Я больше ручками это делаю. Так что, короче, немножко шаманю. Каким продуктом поднять аппетит и вообще набрать вес? Вес 45-46 при росте 180. Болячек куча. Ну да, поднять аппетит. Я как-то давно встречал для поднятия аппетита, как раз таки в бодибилдинге есть определенные препараты, забыл, как называется, но в основе их лежит каннабис.
тот самый каннабис, то есть, грубо говоря, марихуана, но легальная. Именно та, которая больше на аппетит твой влияет, чем на наркотическое какое-то воздействие, опьянение. Вот. Опять же, Борис, надо посмотреть, что в несоответствии больше у вас идет. Количество принятой пищи, либо ее усвоение. Возможно, у вас просто перекручена работа эндокринки в связи с какими-то другими дисфункциями в организме. И это все надо поопределять, потому что либо у вас идет дефицит поступления, либо кто из них кто. У вас больше тратится, либо мало приходит. Вот. Надо, в общем, поразбираться здесь, Борис. И если будет время, приезжайте в Алмату, будем разбираться. Киста на почке может, видите, рассосаться, это грибковое поражение, нарушение кровоснабжения, все из этого может быть. Киста, конечно, может рассосаться. Первое, опять же, механика. Киста как мозоль, да, она увеличивает площадь опоры, то есть это как спасательный круг, который удерживает почку на месте. Яичник, почку, неважно, любой паренхематозный орган, даже на сердце, в печени может быть киста, в мозгу, то есть любой плотный орган может сопровождать киста. Механика. Нужно стабилизировать этот орган, чтобы он не болтался в первую очередь. Химия. Химия – это кровоток, лимфоток, который может нарушить отток, где могут собираться животные, да, те самые грибы, простейшие вирусы, бактерии, которые могут как бы жить там и питаться этим всем. По-любому тут будет нарушено кровообращение, если это механика. Химия – это, опять же, вот вирусного происхождения, либо микробного происхождения, так скажем. Тут уже надо понимать, насколько этот орган вовлечен в дисфункцию вибрационную у тебя. То есть, если у тебя эмоциональный сдвиг, конкретная эмоция на почке, страх может создавать кисту. То есть, очень почки любят страх. Если страх, то зачастую почки вылетают из тела. Если есть какой-то страх, либо заседлая эмоция в каком-либо полушарии из головы, тоже надо определять, разбираться, видеть это, понимать и делать либо перезагрузку, либо специальными техниками разрешать вопросы именно эмоциональные, либо идти на сеансы к психологам. Ну, примерно так. Как вы относитесь к вакуумно-магнитным баночкам? Опять же, более-менее. Тут надо понимать, опять же, какой ты результат хочешь получить. Вакуум дает усиление кровотока. То есть он как бы перезагружает. То есть он натянул, отпустил, натянул, отпустил. Очень хорошо с банками также FDM-щики работают с поверхностной фасцией. То есть если фасция сильно перекручена в зоне именно травмы, хорошо банка и работает. То есть фасция, если стояла ровно всю твою жизнь, она стояла в порядке, после травмы она может склеиться. То есть она перескочить, либо заскочить друг на друга, вот так стоять. То есть вакуумная банка может растянуть, раскрутить твою фасцию и выставить ее в порядок, чтобы все твои элементы соединительной ткани были текучими, тексотропными, то есть двигались, шевелились, и происходило вот это нужное паз в паз движение. В этом вакуумная банка шикарно работает. Магнитная банка тоже энерговоздействие локальное, то есть полярность клеток нужно увеличить. То есть что делает любой магнит? Магнит, он изменяет полярность клетки. Именно полярность, опять же, снаружи плюс, внутри минус, и вот это вот происходит деполяризация, когда ионы калия, натрия меняются местами, тем самым мембрана становится более проницательной, поэтому некоторые вещества у нас проходят избирательно, а некоторые выходят наружу, и так обмен в клетке происходит на микроуровне, на клеточном. Вакуумные банки, они деполяризуют, либо поляризуют, либо деполяризуют мембрану, тем самым либо увеличивая ее кровоток, либо тормозя ее кровоток. Поэтому ты должен четко понимать, куда минусовый магнит поставить, а куда плюсовый. А где создать магнитное поле на плюс и минус, чтобы в принципе здесь расшатать все, что есть вот заторможено. Поэтому на какие-то хронические вещи, типа артрозов, старых заросших, так скажем, каких-то фасциальных сдвигов, очень хорошо используют магнитные банки на этапе именно формирования, раскачивания вот этого всего. Кто пользовался вакуумными банками, либо магнитами с огоньком, помните, да? Поджег, поставил, ставьте лайк. Делитесь с друзьями, как всегда, да? Вот. Имейте это в виду. Евгений, сейчас живу в селе в России. Круто. Я, кстати, дистанционно энергетически умею работать. Кому надо, без проблем пишите в личку, подскажу, что делать.
При спазме илиопсиоз почка опускается. Не всегда. Она может выехать вперед и подняться. Наоборот, в гипотонии чаще опускается. Если снять спазм, почка ведь сама не поднимется. Как поднять? Поднимет. Не бойтесь, съездим почек. Я ковырялся в животе и видел почки, когда хирургом был. То есть почка настолько плотная структура, что, в принципе, со своего места, чтобы она съехала, это надо постараться. То есть эту жировую подвеску снести надо лопатой, грубо говоря. То есть почка просто так съехать, она не может. Больше имеется в виду вот эти вот микроскопические сдвиги почки вперед-назад, когда она сдвигается и не в позе находится, то есть не в карте мозгов. То есть у мозгов есть определенная карта тела. Если из карты тела немножко сдвигается почка туда или иначе, весь фасциальный слой съезжает. И это может вызывать определенные проблемы со здоровьем, жалобы, болезни. Поэтому тут как раз-таки вот эти микроскопические сдвиги контролируются связками и мышцами. Если с мышцей поработать, то есть почка сама на место, куда надо поставиться. Если она уж прям съехала, сдвинулась, то уж извините, тут зачастую надо идти и делать какие-то хирургические манипуляции. Если говорить про истинную съехавшую почку. То есть почка зачастую просто требует внимания, ее надо пошевелить, мышцу под ней, подрастирать фасетки между суставами, именно межпозвонковыми, подвигать, чтобы она пожамкалась, прям поработала. Вот так вот. Вы к нам приехать сможете? В село, в крупный город рядом, возможно, смогу. Вот. Доктор, правда ли? Так, насчет села. Ну, как бы буду рядом, пишите, как говорится. Прям специально пока не обещаю. Доктор, правда ли, что если человек лежит на спине, носки в разные стороны, то это проблема с почками? Возможно. То есть это говорит чаще всего о спазме двухстороннем, если оба носка в стороны, или илиопсиоз, то есть подвздошно-поясничной мышцы. В общем, и в том числе, в первую очередь, ее подвздошные части. Вот. Это больше нижняя часть почек, чаще всего там как раз-таки лоханки, чашечки, мочеточники находятся. То есть эта мышца за это отвечает. Но далеко не так не всегда. Поэтому надо смотреть именно положение, в принципе, исходное тазобедренных суставов, и в том числе илиопсиоз. Если обе почки в спазме, обе илиопсиоз в спазме, то возможно, так часто бывает, что обе почки повреждены. А если обе почки повреждены, надо понимать, что их обеих объединяет. Что объединяет обе почки? Иннервация, то есть надо искать позвонок, который сдвинут. Меридиан почечный, также энергосдвиг здесь может быть. Эмоциональный сдвиг, либо какие-то более крупные шапки, проблемы над головой, которые могут повлиять на это. Так, понял вас, спасибо. Борис, не за что. Как вы относитесь к акупунктуре? Акупунктура – это как маячки, как ветрошесты. Есть такая вот в пустыне техника, кто читал книгу «Дюна», там они погоду определяли по шестам. То есть они в песок втыкали в шесты и смотрели, как песок на них натекает, какой песок, и так могли определить бурю в пустыне. Вот. Также и здесь. Это как антенки. То есть ты на кожу ставишь иголки, то есть в определенном порядке, для того, чтобы по этим иголкам энергия над твоим телом, которая вот над тобой, вот этот вот заряд, который тело создает, она бегала как по пунктирам, то есть как по пунктам, чекпоинты. То есть иголки так стоят, энергия ровно так пойдет. Поэтому и меридианы были обнаружены. Когда ты в этом порядке ставишь иголочки, именно в этом порядке бежит энергия. От того момента, куда ты ставишь, и до конечной точки меридиана. То есть если ты выставляешь четко вот так вот свои иголочки, то энергия именно по ним будет бежать. Поэтому акупунктура важна. Но кто ее делает и как человек должен знать, что энергия здесь побежит и должна побежать ровно так, чтобы исцелить тебя, это громадный опыт. Это работа огромная. То есть человек должен чувствовать энергию, чтобы поставить маячки и разметку для энергии, которая по иголочкам, как по разметке, побежит. Принцип поняли, это очень хорошо. Я думаю, что поняли. Поэтому к акупунктуре отношусь замечательно, ровно тогда, когда спец четко знает, что он может от вас получить, и вообще нужно ли здесь сейчас акупунктуру использовать, в каком направлении. То есть акупунктура классическая, там, прийти на 10 сеансов на иголки, я это не очень понимаю. Потому что с первого сеанса, если лучше не стало, то значит тут большие проблемы есть в организме. Надо разбираться, поэтому 10 это много. К вам на прием УЗИ желательно, вы сами все определите. Если есть что-то, возьмите. Если нет специальных исследований, можете не брать. По ходу дела сам определюсь. Возможно, где-то порекомендую, куда сходить.
Здравствуйте, доктор Евгений, здоровья вам, долгих лет жизни, спасибо и вам, Камол, всегда пишите, замечаете, акцентируетесь, комменты ставите, благодарите, я вас тоже благодарю, очень приятно. Доктор, я правильно поняла, что вы можете дистанционно сделать диагностику, например, позвоночника? Да, в принципе, я энергокоррекцию вот эту вот делаю, то есть я единственное, что дистанционно, иногда тяжело пробить мне физику, но я как раз-таки даю доработки для того, чтобы вы физически сами с собой поработали. Допустим, поясничный отдел справа нужно доделать. Я вам его даю. Допустим, левая ягодичная не работает. Я вам эту технику даю. Допустим, нужно немножко поработать над шеей, ее позицию изменить. То есть мышцу энергетически я могу пробить, но не всегда прям получается стопроцентно. То есть, что прием физически я веду, ко мне пациент приходит, что дистанционно, это все как бы в любом случае требует какой-то доработки. Поэтому либо повторно через 3-4 недели ко мне приходит, либо я уже даю рекомендации, человек самостоятельно дома себя довыздоравливает. Это вот идеальный вариант, когда пациент соглашается работать также самостоятельно. Вот, поэтому энергокоррекцию дистанционную я делаю также. Ищу, что там у вас было в заморочках, в детстве, возможно, какие-то проблемы в отношениях, допустим, с родителями, которые так или иначе воздействовали на вас, у вас сдвинулось что-то в эмоционалке, допустим, энергия линии жизни сдвинута, ментально вы определяете себя как дефицитного, эмоции выражаются неправильно, и пошло-поехало. Если интересно, в описании есть ссылка, как записаться на прием, можете туда написать, и я все подскажу, что делать дальше. Что значит родимые пятна на теле? Вот, вообще, как вот родимые пятна, как родинки, да, все же от слова род, родовая энергия тебя все-таки преследует и помогает тебе. Но не нужно путать вот эти вот, так скажем, грязные невусы с родовой энергией, потому что это чаще всего как раз-таки, как говорится, закисленный организм, да, принято это говорить, это достаточно большой КЩСный сдвиг в теле. Поэтому родимое пятно зачастую это пометка рода тебя, что здесь тебе на это место надо обратить внимание. А что это место и за что отвечает, это тебе жизнь покажет. Потому что твоя задача не разгадать секрет родимого пятна, а прожить жизнь и получить максимальный, так скажем, опыт из этой жизни. Тогда ты не будешь заморачиваться, зачем тебе что-то в принципе дается. Вот. Так что, в принципе, если вопросов больше нет, благодарю за вопросы. Еще раз резюмешка, что такое кинезиология, что такое остеопатия, что такое мануальная терапия. Это все специальности, которые так или иначе помогают тебе быть здоровым как пациенту и помогают как специалисту развиваться и получать лучший результат от своих пациентов для того, чтобы они были исцеленные, здоровые и счастливые. Вот. Все это объединяя, получается современный целитель. Вот. Как раз-таки к этому и надо стремиться, ровно для того, чтобы ты получал удовольствие. Ну, по крайней мере, я сейчас, наверное, про себя говорю. То есть, когда пациент уходит без боли, и в том числе с каким-то маркером для жизни, который, возможно, запутался, да, человек не знает, куда двигаться, идти, я подсказываю, что делать, чисто из его энергосистемы. Это не моя прихоть, не мое какое-то наставление в большей степени, не заставление, да, а больше рекомендация, как тебе лучше жить, чтобы ты болел меньше и кайфовал больше от жизни своей, получал удовольствие и был счастлив. Вот это в конце концов нужно в себе развивать, а чтобы это понять, нужно как бы идти разными путями. То есть можно идти через тело, то есть это вот массаж, ФДМ, можно идти через энергию, это работа с меридианами, энерготехники, эзотерика, можно идти через эмоции, психотерапию, можно через химию идти, то есть еда, БАДы, гомеотоксикология, гомеопатия, то есть неважно каким путем, главное, чтобы тебе было приятно идти по этой дороге. Если тебе приятно идти по этой дороге, то ты получишь результат от пациента максимальный. И твой врач, если ты ему доверяешь, сделает с тобой максимально лучшее и эффективное. То есть если вы можете даже подсказать своему врачу что-то, чтобы он смог для вас использовать, вам помочь, то есть рекомендуйте, пусть он развивается. Вот. Спасибо, Камол, вы тоже очень приятный. Болезненный урок, который дает жизнь, если что-то неправильно делать. Все верно, кристально чисто. Болезнь тебе показывает на то, что ты что-то не то в своей жизни делаешь. Улучшься, сделай себя лучше.
Либо чаще всего, если ты этот урок принимаешь, болезнь — это как раз-таки чекпоинт, то есть отрезок в твоей жизни, когда ты улучшился. То есть чаще всего через болезнь человек улучшается, но если он постоянно продолжает болеть, хроническая боль, значит, он никак не улучшается. Зачастую вирусы к человеку приходят, бактерии, опухоли, неважно, травмы, ровно для того, чтобы человек только-только стал лучше. Это надо понимать и делать выводы. Если тебя что-то в жизни не устраивает, в том числе и болезнь, поменяй что-то в своей жизни. Об этом тебе говорит болезнь. И меняясь, ты кайфуй. То есть на разных уровнях разные проблемы, они будут всегда случаться. У бомжей и у государей всегда будут болезни, всегда будут проблемы. Но к ним надо уметь адаптировать. И когда ты станешь Богом, у тебя тоже будут проблемы. Ты все равно будешь получать какие-то подсказки, задачи, незадачи. Вот таким вот образом все это должно происходить. Поэтому вот, про детские болезни с прошлых жизней бывает и в этих жизнях. Все надо понимать. То есть смотря как душа выбрала жить эту жизнь. Я думаю, я буду потихонечку заканчивать эфир. Если какие-то вопросы также будут, пишите в комментах, делитесь этим эфиром, ставьте большие пальцы, если кому что понравилось. Я думаю, что, в принципе, если было еще полезно, внизу ссылки есть на донаты, можете отправить на развитие канала, на поддержку, просто можете, потому что вам приятно было слушать. Это, в принципе, вот так вот как-то все. Если, думаю, будут дальше эфиры, я еще будут они, буду лечить все-таки в прямом эфире, дойду до этого, буду показывать его, этот процесс лечения, и по ходу дела будем работать таким образом. Ну, что еще? Другие мои видео смотрите на канале, там достаточно много полезной инфы, поэтому был рад с вами делиться этой информацией. Пользуйтесь.